Привет, меня зовут Стаканова Екатерина, и сегодня хотела бы поделиться своим опытом использования Bubble Poi, пиксельных поев от Ignis. Кручу я пои уже около 10 лет, у меня свой блог на эту тему, я также веду онлайн и офлайн занятия, также у меня есть свой курс по поингу. В общем, мне есть что рассказать, и тем более уж есть с чем сравнить. У нас эти пои уже довольно давно, с момента, в принципе, их выпуска, это действительно давно, то что мы успели их уже хорошо потестить, и давайте приступим. Первое, что хотелось бы упомянуть, это прям самое крутое, на мой взгляд, это то, что эти пои действительно по ощущениям и по динамике очень крутые. То есть они неотличимые от наших стандартных силиконовых поев, от пендулумов, вот, на которых все тренируются, и, в принципе, все техничные классные фишки на них возможны. Можно купить пендулум или силиконовый пой, или сразу купить такие, на них же тренироваться. Это, по-моему, очень круто. Вот, и причем делать на них можно крутые продвинутые фишки с комфортом для себя, потому что, ну вот как у нас обычные пиксельные пои устроены, это такой какой-то пластмассовый литой цельный корпус, которым, если ты заденешь по руке или по телу и, не дай бог, уж по лицу, то как бы будет очень-очень неприятно. Вот. А здесь такой есть, сейчас пытаюсь показать, такой достаточно мягкий и гибкий каркас, вот, который, ладно, не буду врать, что он прям мягче, чем обычных силиконовых поях, но точно не хуже. Не страшно по себе будет ими заехать, потому что они довольно, как это говорится, user-friendly, вот, сделаны. И еще, что хотелось бы, второе, что хотелось бы упомянуть, это их ударопрочность. Вот, я думаю, что как раз-таки вот этот вот мягкий каркас это все обеспечивает, потому что здесь очень как-то круто все устроено. В общем, мы действительно их нещадно тренируем. Мы — это я и мой молодой человек Степа. Он часто тренирует всякие подбросы, перекидки, скетчи, я не знаю, жонглирование. Когда он тренируется, они у него падают, я не знаю, каждые, ну, чтобы не соврать, не 30 секунд, ну, раз в минуту уж точно. И он не парится, очень часто их кидает, и они даже не думают сломаться, то есть ты даже не беспокоишься о том, что с ними может что-то случиться, потому что, не знаю, прям очень вызывает доверие вся эта конструкция, вот, и, в общем, тренируешься как на обычных силиконовых, там, пендулумах, паях, и вообще не паришься. Следующее, что хотелось бы сказать, я не знаю, как вы, но я такое вижу вообще впервые. Здесь у меня дневное освещение, будет не так хорошо видно, но я покажу. Достаточно яркая картинка, и здесь у нас не цельный такой, то есть он не цельный горит весь шарик, как у нас обычно в паях, а здесь освобождается прям картинка, высвечивается. Вот. Это довольно прикольно, я такого не видела. И эти картинки, кстати, можно загружать через приложение прямо сюда. То есть не через ноутбук, как у нас было привычно и все эти, не знаю, десятилетия или 10, ну, как все эти года. Причем вертлюг это тоже очень удобно, и в некоторых сложных фишках они не будут неприятно так закручиваться, перекручиваться. Это прикольно. И, кстати, с этого же приложения можно управлять яркостью паев, то есть там вообще можно переключать их и яркость управлять. Те, кто, например, на фотосессиях используют, знают, что управлять яркостью во время всего процесса довольно-таки удобно. Те, кто выступают, знают, что прикольно, если кто-то может, например, в акценты музыки переключать пои или в какие-то жирные моменты, зрелищность выступления намного увеличивается, и, короче, это очень прикольно. Я нашла второй телефон, чтобы показать вам мобильное приложение и показать то, что до этого, оказывается, стояло 50% яркости, а вот так будет 100%. Вот, и я напоминаю, что у меня по-прежнему свет дневной из окна, вот, и это очень ярко, действительно. Вот сейчас стоит какая-то картинка, по-прежнему она, короче, прикольно вот так отображается. Телефон очень сильно смазывает, но в жизни здесь действительно видна картинка, когда поиск прокручивается. Вот, и в приложении можно выбрать любую картинку или программу, которую можно загрузить. В общем, это прикольно. И еще регулировка яркости, то, что я вам уже показала, вплоть там до минимального количества. Очень удобно для фотосъемки, видеосъемки, потому что максимальная яркость, наоборот, мешает.
Вот. Можно выбрать, например, цвет, заливку, вот, только красный или только синий. Вот. Здесь еще вкладка тренировка, мы ей не пользовались, но там тоже очень прикольно. Мы читали, что оно и калории отображает, и время тренировки, и еще какие-то куча показателей. В этом, конечно, надо еще разобраться. Вот. Мы такого тоже не видели еще. Всем можно управлять вот из этого приложения, а не тащить с собой на выступление или чтобы показать друзьям ноутбуки, компьютеры, вот эти вот провода, которые нас вечно сопровождали с любым другим пиксельным реквизитом, а прямо из приложения играться, показывать друзьям или выступать. Те, у кого был любой световой реквизит до этого, в принципе, знают, что, ну вот как у нас все эти года было, что чтобы загрузить какую-либо картинку, надо было подсоединить это к ноутбуку, и там через специальную программу у тебя была возможность что-то поменять. Это в лучшем случае. А в худшем у тебя просто уже были предустановленные режимы, которые ты не можешь никак поменять, никак поменять, кроме как взять реквизит в руку и переключить прямо на нем. Вот. И, конечно, здесь очень круто, что можно прямо во время выступления через приложение в любой момент переключить на любой нужный режим. Это, конечно, такая прям фишка прикольная. И, кстати, вот еще что хотела сказать. Очень прикольно, что эти пои можно настраивать прям под себя. То есть здесь какие-то есть шарики, то есть можно отрегулировать вес поев и вес нобов, кстати, тоже, именно под себя. То есть я, например, не люблю до тренировки какие-то тяжелые пои, для выступлений тоже не люблю, потому что я быстро устаю. Степа, мой молодой человек, наоборот, он себе делает потяжелее, потому что более легкий, он хуже чувствует и хуже чувствует все манипуляции и так далее. Вообще я знаю то, что мы не до конца прям используем все их функции, потому что в приложениях там есть и статистика тренировок, по которой вы там можете отслеживать свою динамику, и еще, короче, много разных функций, и мне кажется, мы даже и половины всего этого не успели использовать. Вот. Ну, в общем, ощущения и, в принципе, впечатления очень-очень положительные. Вот. Для меня самым главным плюсом оказалось то, что на них впервые пиксельным реквизитом можно пользоваться так же, как и тренировочным. То есть не делать вот этого разделения, то, что вот это у нас тренировочный реквизит, мы на нем тренируемся, а здесь у нас реквизит для выступления, потому что, все артисты, я думаю, в принципе, спиннеры меня поймут, то, что когда ты берешь в руки реквизит для выступления, он другой по динамике, другой по ощущениям, естественно, у тебя выходит хуже, ты не тренировался на нем, а здесь ты на чем тренируешься, с тем и выступаешь. Это очень круто, очень комфортно, и ощущения у нас очень положительные от использования этих поев. Все, всем пока!